В этой стране кактус – это овощ. А вот это танец. Вот так выглядят женщины после родов. А вот это закапывают здесь в глаза. И если по моим подсказкам вы все еще не поняли, что это за страна, то сдавайтесь. Это Мексика. Добро пожаловать на Ривьеру Майя. Это жизнь других. Я уже не раз бывала в Мексике. Ну, думаю, вы в курсе. Вы же не пропускаете жизнь других, правильно? Но именно про жителей Ривьеры Майя мне всегда рассказывали много интересного. Говорят, они более расслабленные, чем остальные мексиканцы. Знают больше одного языка, плюс женятся здесь чаще, чем где-либо в других местах. Кстати, разводятся тоже чаще. В общем, пока сама не проверю, не поверю. Держись, Ривьера Майя. Ревизия приехала. Ривьера Майя. Сразу же представляешь бирюзовый океан, белый песчаный пляж. Да, все так. Это курортная зона на восточном побережье мексиканского полуострова Юкатан. Она тянется почти на 150 километров от Канкуна до Тулума. Сердце Ривьеры Майя – город Плая-дель-Кармен. Население здесь в среднем 300 тысяч человек, но посчитать очень сложно, потому что сюда все время приезжают новые экспаты. Кукуруза, эмпанадос. Но если бы я здесь родилась, то я бы, как Эдит, помогала всем ищущим духовного просветления и проводила церемонии с какао. Не удивляйтесь, еще и за хорошие деньги, естественно. А может, я бы решила стать пасечником, как Лея и Орасио. Но только бы у меня были особенные, нежные пчелы. А что это значит, еще расскажу. Но, наверное, я бы поработала вышибалой долгов, как Рачия, чтобы потом на пенсии жить в роскошном доме со своими собаками. Но, в принципе, я таки живу, только работаю ведущей, а до пенсии еще далеко. И начну я вам показывать Мексику с самого духовного места – с роддома. В каждой больнице перед операцией, перед родами можно зайти и помолиться. Все для этого здесь устроено, и никто тебе не будет мешать. Помолился и пошел лечиться. Это я приехала в частный роддом, чтобы все разузнать про роды. И что ж тут за условия такие, что молиться надо? Вот сюда женщину привозят после кесарево сечения. Она где-то находится час, за ней тут смотрят. Ребенок сразу, вот видите, вот здесь. И женщины тут чаще выбирают кесарево, чем нормальные роды. А потом, если через час все хорошо, ее уже отвозят в палату. Тут-то холодно. Во время кесарева в хирургическом отделении может присутствовать только один человек, например, муж. Врачам приходится следить за таким человеком, который идет на роды с женщиной, чтобы он случайно в обморок не упал. Никаких инцидентов не было, но если что, мы готовы привести в чувство и дать воды. После естественных родов женщинам проводят в роддоме 1 день и 2 после кесарева. Если вдруг через 2 дня доктора говорят, что что-то не очень у вас, какие-то есть вопросы, она может тут остаться, но уже за деньги.
дополнительные. Родить в частной клинике стоит от 70 до 90 тысяч песо, в зависимости от оснащения клиники, в которой рожают. Вот я сейчас возле палаты, и когда рождается ребенок, вот тут прям пишут, что имя вот Виктория родилась, какого числа, сколько весит и какой вес. Ну, это, наверное, для папы, чтобы он сделал фотографию и потом не забыл. Идем сейчас все узнаем. Пошли. Какой Стас? Да, поздравляем вас. Спасибо. Когда вы родили? Только что. Только что, боже мой. Ну вы-то хорошо выглядите после родов. Вообще прям красавица лежит. Я, господи, как вспомню себя, так плакать хочется. Да, я с утра накрасилась и сделала прическу. У нас в семье это традиция перед родами. А это ваши родственники, да? Тот ребенок? Тут все могут находиться, да? Да, со мной мама и сестра. Вам тут еду дают или мама привозит? Здесь кормят, но пока что мне можно только чай. Ну, все, тогда не будем вас отвлекать, все. Красота. Но мне же все равно интересно, чем тут в роддоме кормят. И мне посчастливилось встретить в коридоре женщину, которая развозит еду. Здесь сегодня рис, салат и курица. И вот подносик она вот так вот развозит по палатам, и женщина поест. В таких условиях я бы, ну вы поняли, рожала и рожала, как говорят классики. Но вот не все местные разделяют мой восторг, потому что если учесть, что средняя зарплата тут стартует от 12 тысяч песо в месяц, то становится ясно, такие условия не каждый может себе позволить. Сейчас заводят не больше 2-3 детей, и при этом в некоторых штатах аборты запрещены. В Плая-дель-Кармен делают их нелегально, есть подпольные врачи. Но в случае, если поймают, то могут посадить в тюрьму и штраф выписать. И доктору, и роженице. А еще оказалось, декрета как такового по рождению ребенка нет. Да и поддержка от государства символическая. В зависимости от штата существуют различные пособия, но они обычно очень маленькие, 1500 песо на ребенка в месяц. Я обожаю приезжать куда-либо и узнавать, как люди завтракают. Конечно, местные... Боже, так все стучит. Конечно, местные жители могут завтракать и дома, спокойно, что-то себе приготовили, съели, но многие приходят вот сюда, вот в такие будки и покупают себе такос, потому что это вкусно, сытно и недорого. Я тоже... А вы во сколько открываетесь? Я открываюсь уже в 7 утра. А сколько стоит такой такос один? 28 песо. Также есть булочки, они стоят 60 песо. А, то есть булочка отдельно, да, от внутренности? Да, это булка с майонезом, мясом и луком. А это правда, что местные жители, чтобы не готовить завтрак себе дома, приходят сюда и быстренько завтракают, покупают и идут на работу? Да, так и есть. Все приходят с утра вместо завтрака. И вечером будут идти вместо ужина, перехватят тако. Да и я тоже так делаю. Хорошо, пришел, себе приготовил, да? О, клиенты пришли. Я всегда, когда прихожу, потом сразу такая очередь, не благодарить. А вы тоже не завтракали, пришли сюда позавтракать, да? Ну да, дома я не завтракаю обычно. Дома не надо готовить, дома не надо убирать, дома не надо покупать, тратить время. Слушайте, одни плюсы, как бы сказал кое-кто. Ваш такос, пожалуйста. Смотрите, пожалуйста, ведь я первая пришла, а он дал людям. Ну ладно, ничего, подожду. Да, бон аппетито. О, грациес. И вот такой завтрак стоит 84 песо. Тут на одного человека вот так. Я до вечера, вот если я это все съем, даже есть больше и не буду. А может и буду. Но оказалось, есть еще рано. Мне еще немного надо творчеством позаниматься. Вот, но это такосы были, так сказать, голые. И прямо здесь вот стоит такой стол, где бесплатно ты приходишь и добавляешь себе, ну, по желанию, какой хочешь. Вот этот острый перец. Так. Это перец чили. Не будем экспериментировать. Это картофельное пюре с халапеньо. Оператору положу. Так. Ну посмотри, красота за такие деньги. Вкусно? Очень вкусно. Люди довольны. Итак, берем.
Ребята, бомба. Собака острая. О. О. Very good, very hot. Класс. Знакомиться с новой страной лучше всего с гидом. И в Мексике у меня такой есть. Я ему доверяю, потому что он много лет живет уже в стране и знает ее даже лучше, чем местные. Да? Александр Суша – сертифицированный гид с федеральной лицензией. Организует индивидуальные и групповые экскурсии по всей Мексике. От морских прогулок до колониальных городов и древних пирамид. Гастротуры, многодневные путешествия и не только. С ним путешествие становится уникальным погружением в культуру, историю и атмосферу Мексики. Вкусно, остро и жирно. Это девиз любого мексиканского блюда. И как в таких условиях следить за фигурой? Вот как? А никак. Моя диета – это мясо и хлеб. Я обожаю овощи, особенно если они с мясом. Такая диета мне точно подходит. И мексиканские формы мне бы тоже подошли. И вот так в мыслях о такос я вдруг оказалась на спортивной площадке. Может, это знак? Красота начинается в тот момент, когда ты доволен своим телом. Правильно? Вот местные все довольны собой. Худые, толстые, высокие, низкие. Им кажется, что они красивые. Поэтому они и счастливые. Правильно? Ну, давай потянемся, что ли? Спорт – это не твое. Ну да, я джим такой себе. Ну ладно, я тоже довольна собой. Да все равно на внешность. У меня жена хохотушка, любого развеселит. Не дает мне скучать ни минуты. И, само собой, она у меня самая красивая. Я бы не был так категоричен. Все же я стараюсь следить за собой, потому что работа у меня такая. Надо всегда выглядеть презентабельно. Женщина должна быть с формами. Люблю только таких, да и сам пытаюсь соответствовать. Как говорится, на вкус и цвет. Но дело не только во вкусе. Если бюджет позволяет, то и уход за собой приобретает совсем другие формы. Так ли это? Я пошла выяснять в богатый район, где я встретила Рачию. Как здесь женщины за собой ухаживают. Вы ходите к косметологу, вы ходите, я не знаю, в парикмахерскую, вы делаете какие-то операции. Что вы делаете, чтобы поддерживать свою красоту? Жанна, спасибо. Но ты себе даже не представляешь, каких усилий мне стоит так выглядеть в мои 53. Я постоянно тренируюсь в зале, а диеты то одну попробую, то другую. Как видишь, вроде все не зря. Я стараюсь покупать себе косметику подороже, чтобы хорошо выглядеть. Но, думаю, у всех есть подруга, у которой вместо крема вода из-под крана по утрам, а выглядит на все 100. Открою вам один секрет. Татуировки могут скрыть все шероховатости. И заведите собак, они избавят вас от стресса. Да, это правда, собаки помогают. Но вообще, тут дорого ухаживать за собой. Около 4000 песо мне нужно в месяц на внешность. Это маникюр, педикюр, ресницы, парикмахер, косметолог. Немного цифр для сравнения. Минимальная зарплата в Мексике 315 песо в день. То есть в месяц где-то 7-8 тысяч песо. Так что некоторым для поддержания красоты остается надеяться только на чудесную силу местного климата. По секрету скажу вам, стоит такой дом немалых денег. В среднем $500 000. Коммунальные услуги мне стоят около 4000 песо, и минимум половина этих денег уходит на электричество. Но у меня дом большой, поэтому и цены такие. Рачия живет в дорогом районе и уже нигде не работает. К тому же она вдова. Это где нужно было работать, чтобы уже в 53 просто наслаждаться жизнью. Я работала выбивателем долгов в Северной Каролине. Если человек нарушил закон, он может заплатить суду залог и выйти на свободу. Но если он не являлся и не платил, я его находила и заставляла заплатить. Теперь вы поняли секрет мексиканского успеха.
То есть, по сути, ты живешь для себя, для своего удовольствия, для того, чтобы тебе было хорошо и комфортно. Жанна, я тяжело работала, можно уже и отдохнуть. В спортзал с утра сходила, такос понюхала, авокадо съела и пошла гулять с подругами и собаками. Ну еще с внуками люблю время проводить. А вот это было внезапно. Рачия, оказывается, уже бабушка. Ну, не буду у нее задерживаться и пойду показывать вам Мексику дальше. В Мексике тебя всегда накормят. Пришел в гости – накормили. Пришел в школу – поел. Даже в тюрьме голодным не оставят. Но есть место, в которое бесплатно попасть невозможно. Но даже за деньги тарелки супа не дождешься. Добро пожаловать в частный детский сад в Плая-дель-Кармен. Наш садик платный, но еда не предусмотрена, поэтому дети всю еду приносят с собой. Но и здесь есть нюансы. О да, собрать ребенка в сад – это целый утренний ритуал. Нужно не просто дать с собой поесть, что вздумается, а обязательно должно быть что-то питательное, типа кесадилии или сэндвича. Само собой фрукты и не забываем о десерте. Разрешается давать с собой печенье или шоколад. Это частный детский сад, поэтому в него принимают с 1,5 лет. А вот в государственный можно отдавать и уже 8-месячных детей. Начинают занятия с 8 утра и до 13:30, если у детей нет дополнительных занятий. А если есть, то в 14:30 можно забирать из детского сада. До 3 лет с детьми просто играют, занимаются творчеством, балуются, так сказать. А вот с 3 лет мы уже учим детей писать и читать. И самое главное, в садик оформляют по подписке. Вот как вы приложение на смартфоне на год оплачиваете, так и тут надо за год отдать примерно 12 тысяч песо. Только потом еще каждый месяц по 7,5 тысяч отдавать. Но зато чем дольше ты подписан на садик, тем потом за месяц дешевле будет платить. Если тут все такое дорогое, от садика до коммунальных, то сколько местные тратят на еду? В целом я трачу около 7 тысяч песо в месяц на продукты, не включая рестораны. У меня 2 сына, и каждый день на еду я трачу 300-350 песо. Сейчас посмотрим, сколько стоят продукты в местном маркете. Если вдруг окажется, что дешевле, чем у вас, то быстро собирайтесь и в Мексику. А если все-таки дороже, то повремените пока. Итак, идем. Вот рис тут стоит 38. Очень популярна кукурузная мука, стоит 65 песо. А вот, как и в любом супермаркете, продается кактус. Можно купить лист кактуса, уже целый, без колючек, а можно уже порезанный. То есть стоит вот от 25, я смотрю, самая дорогая упаковка, и за 16 маленькая. А у вас, дорогие зрители, в городе или деревне кактусы дороже? Напишите в комментариях. Интересно, как его применяют. Надо уточнить. О, бананы 22,50. Вот, смотрите, креветки большие 289. О, наконец-то нашла что-то типичное для всех городов, деревень и населенных пунктов. Курицу! Курица стоит 89 песо. Ну и как в любом магазине, сразу за хлебным отделом находится жизненно важный товар. В супермаркете, кроме картошки и молока и яиц, можно еще купить мотоцикл. Интересно, а сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни на ривьере Майя? 20 тысяч песо нужно, чтобы жить комфортно. 2500 долларов нужно для нормальной жизни. Давайте с вами посчитаем. Жилье в аренду, однокомнатная квартира или студия, стоит 25 тысяч песо. Плюс на еду 30 тысяч песо. Конечно, вне туристической зоны аренда может быть и дешевле. Ну а так выходит 60 тысяч песо. В Мексике есть богатые и бедные, и средний класс. И всем для хорошей жизни
не хватает много денег. А так как денег на всех не хватает, то существует 3 пакета. Люкс, эконом и выживай как можешь. Но, говорят, отдыхать мексиканцы все же любят больше, чем работать. Бери 2 по цене 3, не прогадаешь. Вы знаете, я вообще мечтаю о той жизни, чтобы я лежала на берегу моря с коктейлем и ни о чем не думала. И вот пока я об этом мечтаю, тут местные люди так и живут. Я не знаю, может быть, я в душе мексиканка? Правильно. Даже собака подтвердила, что так оно и есть. И вы только посмотрите, что происходит на пляже. Яблоку негде упасть. И так бывает и в будни, и в выходные. И если вы думаете, что это туристы, то и тут мимо. А вы часто приходите вот просто так на берег посидеть, отдохнуть? Постоянно. Ну, а вот, например, в середине недели, в рабочее время, можете вы или ваши друзья просто прийти и отдыхать вот тут вот на берегу и не работать? Само собой. Вы больше работаете или больше отдыхаете? Все же работаем больше, но хотелось бы меньше. А чем вот еще вот местные жители любят заниматься? Мы много путешествуем по Мексике. Ну, красота! Слушайте, у вас шикарная жизнь, понимаешь? Вышли на пляж, послушали музыку, поехали, отдохнули. Понял? Я оператору своему говорю, как надо жить. Хочешь не хочешь, а работать все же надо, потому что, чтобы отдыхать, на отдых надо сначала заработать. В Мексике даже пчелам на жизнь приходится зарабатывать. Ой, я сейчас иду к людям, чтобы посмотреть пчел. Вы скажете, ох, кто же мне приехала в Мексику, чтобы пчел посмотреть. Я тоже удивилась, но эти пчелы непростые, они мне сказали. Привет. Привет. Бенни, tú? Excelente. Так, мне сказали, что у вас какие-то необычные пчелы. Что это такое? То есть я видела пчел, но пчелы опасные, они могут кусаться и делать мед. А что с вашими пчелами? А давай мы тебе их покажем, а ты сама все увидишь. Ну подожди, вы сейчас откроете, они вылетят? Ну, конечно, вылетит. Нет, стоп. Стоп, нет, я не то чтобы... Да немного, совсем Так, чуть-чуть. тихо, у вас несчастные случаи были? Нет, ничего такого не было. По крайней мере, до сегодняшнего дня. А может, у вас есть костюм, я могу в костюме Ладно, давайте, показывайте уже свои пчелы. Ну, доверься нам, не бойся. Можно я уйду за дверь, и вы откроете? А операторы мои вообще ничего не боятся. Жанна, не бойся, раскрою тебе секрет. У этих пчел нет жала. Оно у них отсутствует. В процессе эволюции стало нерабочим, и пчелы просто не умеют им пользоваться. В общем, жалиться пчелы разучились, а мед давать нет. И теперь местные этим пользуются и разводят их, потому что мед их очень полезный. Это мед? Да, это мед. О, хорошо, а чем их мед отличается от меда простых пчел? Ты попробуй, и сама скажешь, чем он отличается от обычного. Ого! Ага, грация. Какой, вкусненький какой, больно. Этот мед очень легкий и прозрачный, и очень ароматный. У него медицинские свойства. Пчелы собирают нектар с лекарственных трав. Я, конечно, не эксперт, понятное дело, но они даже, мне кажется, выглядят меньше, чем обыкновенные пчелы. Так и есть, Жанна. В течение года 1-1,5 килограмма меда. И это не так уж и много. Этот мед используется для медицины. Его закапывают в глаза или используют для заживления ран, шрамов после операций. Ну, его надо с водой размешать или чистый мед закапывают? Нет, не разбавленный, прямо в глаза капают. Ничего себе! А вы продаете этот мед или нет? Да, конечно, продаем. О, я такой, вот мед я куплю. Пчел оставлю вам.
Мед обычных пчел 200 песо, а этот мед в 10 раз дороже. Но пока что, признаюсь честно, содержать этих пчел дороже, чем они приносят денег, и потому бизнес не очень выгодный. Ой, слушайте, в общем, это, конечно, это уникально, действительно. Купила прополис для заживления ран и против аллергии. Сейчас посмотрим, проверю. 100 песо стоили. После такого стресса мне срочно нужно выпить чашечку кофе. Конечно, наша любимая рубрика кофе. Моя любимая рубрика. Сейчас узнаем, какой тут кофе вкусный-невкусный и сколько стоит. Еда едой, а кофе по расписанию. Минутка удовольствия должна быть всегда у меня. Отличный кофе, кстати, 57 песо. На самом деле мексиканцы очень открытые, дружелюбные. И вот такие они радостные. Подарили мне только что веер. И за это они всегда просят, чтобы мы им давали побольше чаевых. Такой менталитет у местных, что делать? Главное, чтобы дальше мои эксперименты обошлись без приключений, а то своя безопасность стоит дорого. Мексика, на самом деле, у меня, я думаю, как и у многих, ассоциируется с очень опасной страной. Но приехав сюда, я удивилась, что местные жители говорят, что тут очень жить безопасно. Но вот, судя по заборам, что-то мне терзают смутные сомнения. Но сейчас мы все и узнаем. Ну, смотрите, я здесь годами торгую едой, и ни один такос у меня еще не украли. Так что мне жаловаться не на что. В Плая-дель-Кармен лично я чувствую себя в безопасности. Весь город туристический, а значит и полиция работает в усиленном режиме круглосуточно. Только вот я видела жилой комплекс, где живет моя новая знакомая Рачия. Там и охрана, и забор, и камеры. Мне сказали, что это безопасный район. Это правда? Да, тут очень безопасно, правда. То есть вы можете тут ночью ходить спокойно, и тут чужаков нету, или вы тут всех знаете, и тут, я так понимаю, чужих не пускают? В наш район без пропуска въехать нельзя. Думаю, ты уже это заметила. Поэтому здесь бояться нечего. Хоть ночью на прогулки выходи. Ну а вне района уже кипит другая жизнь. Не везде безопасно, но и драматизировать я бы не стала. Я никогда не проходила никакие церемонии вообще в жизни. Но сейчас я иду на церемонию какао. То есть, я не знаю, какао я пила в жизни, что это за церемония. Посмотрим, чем это все закончится для меня. Идем. Это очень популярно в Мексике в целом и особенно на Юкатане. Главное внимательно выбирать, с кем вы проводите церемонии. Это не игрушки, нужно быть осторожным. Лично я училась всю жизнь, и эти знания передаются в моей семье еще от бабушки-травницы. Оля. Здрасте. О, а что это такое? Это какао, угощайся. То есть, знаешь, здесь встречают меня с чаем, где с кофе, а тут какао. Так и есть. Очень, он как будто, это какой-то натуральный, как шоколад. Вот это я понимаю. Встречает красивая женщина, понимаешь, с вкусным напитком, а не вот это что. Ну тут так красиво. Знахари и шаманы у нас пользуются популярностью. Но скажу вам, как таксист, ретрит-центры, куда я вожу туристов, и здравницы для местных очень отличаются. Но это не значит, что какие-то лучше, какие-то хуже. Одни лечат травами, другие маслами, а третьи вообще какао. Раньше какао-бобы были деньгами, и за них можно было все купить. Потом поняли, что это ценный напиток, несет женскую энергию, а значит, хорошо работает с ощущениями и энергетикой, и еще полезен для кровеносной системы и для мозга. Какао высвобождает эмоции, которые мы накапливаем в течение дня, помогает их выплеснуть. В общем, это натуральный антидепрессант.
Мне мама с детства говорила, что какао еще и для кожи полезно. Поэтому, как только мне стукнуло 30, я вообще стал пить его ведрами, на всякий случай. То есть тут я вот смотрю, что глоток сделала и сразу хорошо. Сколько надо в день выпить вот таких чашек? Я не знаю, что это такое. Да, чашка. 40 гранул какао на чашку в день – это идеальная порция. Вот у меня там дома какао-порошок, у меня ребенок очень любит его. Он не полезный, его надо выкинуть. Это какое-то специальное какао какое-то. Где его взять? Или он продается в магазинах? Можно купить, но смотрите, чтобы в составе был только какао-порошок и больше ничего вообще. И жирность должна быть минимум 10%. Сразу скажу, хорошее какао можно найти только в премиум-магазинах. В обычном супермаркете вы его не найдете. То есть я правильно поняла, что вот церемония какао, это вот приходят люди, им дают вот такой вот вкусный, полезный напиток, вы его пьете, и, как говорится, жизнь прекрасна, да? Да, правильно. А дальше мы всем кругом поем и танцуем с женщинами. С тобой по-быстрому, а так церемония 3 часа длится. Играем на специальном инструменте и так очищаем энергетический канал. Да, я все поняла. Да, я вот прям ощущаю, как я ментально меняюсь, психологически становлюсь устойчивее, понимаете? Магний во мне проявляется, силы появляются, ум появляется. Господи, то есть я теперь буду пить какао каждое утро. Стоит это удовольствие от 2500 песо за сеанс. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Самое интересное, что когда мы уже выпили все какао, мне, понимаешь, она говорит, у меня есть еще, говорит, вот такая вот волшебная штука. Как вы думаете, что это такое? Я вам скажу, что это местный табак. Конечно, его курить вот так вот нельзя, понимаете, его надо брать, не знаю, что с ним делать. И потом получается вот такая вот штука. И она, это не сигарета, как вы сейчас себе подумали. Это именно для того, чтобы ты курил. И как ты сказала, Чтобы было красноречие и красиво звучать. Господи, надо сюда переезжать, я смотрю. Тут прям профессионалы. Какао я попила, а вот танцевать со мной на этой церемонии не стали. Говорят, времени много занимает, а другие пациенты еще ждут. Ну ладно, я знаю, где танцуют и без всяких трав и какао. Сейчас только маршрутку поймаю и все вам расскажу. Самый популярный вид транспорта здесь – это вот такая маршрутка. Она заполняется до отказа, пока только я вот с другом. Стоит это 10 песо. Коллектива – самый популярный вид транспорта. Самый доступный и дешевый по сравнению с такси. Я пользуюсь маршрутками комби и коллектива. Это самый удобный транспорт. Да, вы часто пользуетесь вот этой маршруткой? Да, я постоянно на ней езжу. Мне нравится, удобный транспорт. И все хорошо в этом транспорте, если бы не... А много людей, тут именно жарко. Да, и людей много, и жарко невыносимо. Общественным транспортом пользуюсь, потому что дешево, но там много народа набивается и приходится стоять. Это опасно. Кстати, вот я сказала, что проезд 10 песо. Но вы учтите, платить только наличкой. Но это еще не все. С этими маршрутками вообще не соскучишься. График и расписание свободные. Интервал водители сами определяют. Но зато мы с 5 утра до 11 ночи работаем. И, конечно, чтобы остановить маршрутку, мне пришлось довольно эмоционально махать руками. На дороге везде есть специальные остановки. Но можно и посреди дороги остановить, просто руку поднять. А чтобы выйти из маршрутки, просто нужно громко попросить остановить. А теперь я вам покажу нечто завораживающее, что повторять в домашних условиях я бы не советовала. Научиться этому можно только если ты из конкретной коренной общины. Это не так просто и довольно опасно. Я бы не решился. Бывало такое, что кто-то из нас падал с высоты, но хорошо хоть отделались лишь ушибами. Если дед был летуном, сын был летуном, то и внук, скорее всего, тоже станет летуном.
летуны из Папантлы начинают свое действие. Я прям переживаю. Страховки никакой. Ручки такие себе. Ножки, конечно, там железо. Но все равно началось, смотри. Ну так я умею ходить просто. И ведь действительно завораживает. А если вас мучает вопрос, что же такое Папантла, то ответ довольно прозаичный. Это город. Поэтому танцоров оттуда называют летунами из Папантлы. Ну, почему их называют летунами, надеюсь, объяснять не надо. Вы часто вот делаете вот на этих столбах такие выкрутасы? Кручусь так 10-11 раз. Каждые полчаса, с часу дня и до вечера. Это ритуал вызывания дождя, а также для плодородия. Ну, для этого надо где-то учиться. Вот как вы это знаете? Чтобы вот так крутиться на столбе, надо учиться в специальной школе. Это все очень серьезно. Есть одна школа в Папантле. Чтобы быть володором из Папантлы, нужно с 6 лет учиться. И вот так тебя 7 лет учат летать и лазить на этом столбе. Мы так каждый день выступаем, поэтому уже привыкшие и не устаем. Но, если честно, очень страдает спина и бедра, они постоянно в напряжении. Ну, вы этим деньги зарабатываете или вы где-то просто работаете, а это для вас развлечение? Здесь мы работаем 3 месяца, а потом в другое место переезжаем. Ну, вы такой худенький, да? Можно я потрогаю ваши мышцы? Пожалуйста. Ну, такое себе как-то так не очень сильно. Что у вас напрягается, когда вы там на столбе прыгаете? У нас там ноги напрягаются, они должны быть сильными. А, так надо ноги потрогать? Ну, да, Да, я потрогаю? конечно. Давай. Давайте. Железо! Мы зарабатываем 300 песо в день. Можно жить на такие деньги. Теперь я понимаю, почему у них такие сильные ноги. Потому что все дело в них. Благодаря этим ногам они и спускаются. Но что меня особенно удивило, так это то, что вот так лихо вертеться на столбе могут и в весьма почтенном возрасте. И ничего у них не болит. Мой дед танцевал почти до 80 лет, поэтому нам тут еще летать и летать. И не только для души, но и ради денег, конечно. На самом деле люди на пенсии вынуждены продолжать тут работать, чтобы просто выжить. Пенсия здесь небольшая, а жизнь на ривьере Майя, как вы уже поняли, совсем не дешевая. Часто в супермаркетах на кассах можно встретить людей, которые помогают кассирам упаковывать покупки покупателей. Зачем? Кто они? Идем, сейчас все узнаем и спросим. У нас в супермаркетах есть кассиры и есть упаковщики продуктов. Это пенсионеры, которым не хватает пенсии и о которых либо некому позаботиться, либо они просто хотят быть в обществе. И такие бывают. А что именно вы здесь делаете? Я упаковываю покупки. Это как такой сервис, а люди дают мне чаевые за него. Обычно люди оставляют 5-10 песо или всю сдачу. Не оставить чаевых считается неприличным. А сколько времени вы работаете в день? В среднем 4 часа. Вы приходите, когда хотите, или у вас есть график какой-то по времени? У меня есть график. 1 день в неделю выходной. Ну, вам нравится, вы не сильно устаете? Не устаю. Мне нормально. Я люблю свою работу. И время от времени общаюсь с посетителями. У нас на районе в маркете упаковывает продукты Мария Фернанда. Ее любит весь район. На кассе мы постоянно общаемся о детях, внуках, о ситуации в стране. Можем даже посплетничать, но шепотом. Поверьте, это не только из-за нехватки денег. Я вижу, что общение для таких людей не менее важно. Хотя и зарплаты у них нет. Их гонорар – это только чаевые. Ну, многие пенсионеры хотят получить эту работу. Да, многие, когда выходят на пенсию, так многие зарабатывают. А сложно ее получить? Да, непросто. Надо быть определенного возраста, старше 60 лет, иметь страховку медицинскую. То есть вы получаете пенсию, плюс здесь
чаевые люди вам дают, и вам хватает этих денег на жизнь? Да, с такой подработкой гораздо лучше живется. Моя мама тоже так подрабатывает. Хотя я достаточно зарабатываю, чтобы ее содержать, но она вечно такая довольная с работы приходит. Наговорилась, насмеялась, будто не работала, а отдыхала. Еще и с собой обязательно что-то вкусное принесет. Но я понимаю, что не всем так жизнерадостно. Поэтому надо брать пример с моей мамы и получать удовольствие от всего, что преподносит судьба. Такая она, жизнь на ривьере Майя. Для кого-то райский красочный курорт, а кто-то постоянно думает, как выжить. Но местные точно знают, если есть чашка горячего какао и сочный такос, то уже есть за что быть благодарным. Ведь многие другие, не менее прекрасные вещи достались им совершенно бесплатно. И даже если наши мечты не всегда сбываются так, как нам бы хотелось, всегда есть два пути: жаловаться и нарекать на судьбу или выйти на белоснежный пляж, вдохнуть свежий воздух, окунуться в приятную бирюзовую воду и по-настоящему, как мексиканцы, насладиться моментом здесь и сейчас. It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over your head, believe it if you want to. So keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just a little while longer. You can change anything if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Что я уже поняла про ривьеру Майя, так это то, что люди хоть тут и разные, но все сходятся в одном – в любви к этому гостеприимному месту на планете. Моя жизнь здесь как сказка. Все здесь располагает к помощи людям и творчеству. Чтобы жить здесь, нужно много работать, но я бы не хотела родиться где-то, кроме ривьеры Майя. Смотрите в следующей серии. Я буду выяснять, кто такие мучача и чем они занимаются. У вас есть дома мучача? Здесь она почти в каждом доме. Буду искать самые вкусные оригинальные местные блюда. И присмотрю себе домик за $9 миллионов. Огромная кровать. Это или для собак, или для... Ну, сами решаете, для кого это диван.